Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь жемчужину советского хлебопечения – хлеб бородинский по ГОСТу. С вечера приготовим закваску. Для этого смешаем все необходимые ингредиенты и поставим выбраживаться при комнатной температуре на всю ночь. По ГОСТу закваска выбраживается в течение 3-4 часов, но так как в домашних условиях за это время она не успевает набрать необходимой кислотности, то мы оставляем ее на всю ночь. В тот же вечер необходимо приготовить и заварку. Для заварки мы берем указанные для нее ингредиенты и заливаем кипятком. При этом 5-10% от указанного количества муки мы оставляем. И после того, как температура снизилась до менее 70 градусов, мы вносим остаток ржаной муки. Этот прием используется для того, чтобы улучшить процесс осахаривания заварки, так как ржаная мука обладает высокой ферментативной активностью. Еще одним приемом для улучшения процесса осахаривания может быть внесение небольшого количества неферментированного ржаного или ячменного солода. Это гарантирует вам стабильный процесс осахаривания, даже если вы не сможете четко поддерживать температуру в 62-65 градусов на протяжении 2-3 часов. Хлеб бородинский по ГОСТу готовят в 3 или в 4 стадии. Мы приготовим его в 4 стадии, поэтому нам необходимо приготовить опару. Для опары мы берем готовую осахаренную заварку. Как мы видим, заварка изменила свою консистенцию. Она стала жидкой и очень сладкой. В этом и состоит суть заварки, что при расщеплении крахмала муки выделяется связанная в крахмале вода, и он распадается на простые сахара. Заварка улучшает вкус и ароматические характеристики хлеба, увеличивает срок его хранения, а мякиш приобретает уникальную сочность. Именно поэтому хлеб с применением заварки очень долго не черствеет. Рецепты бородинского хлеба приводятся в 2 разных книгах, которые обе были созданы учеными Института хлебопекарной промышленности в Москве и в Ленинграде. Рецепт от 1935 года приводится у Ауэрмана, а второй рецепт в книге Плотникова и Колесникова. Плотников был первым директором Санкт-Петербургского филиала научно-исследовательского института хлебной промышленности. Отличие рецептур в том, что в составе рецепта от 1935 года находится только ржаная мука и закваска. Туда не входят ни пшеничная мука, ни дрожжи, и кориандр, который сегодня считается особенной чертой бородинского хлеба, также туда не входил. Что касается соли, то для нас сегодня привычна рецептура, где соль составляет 2% от веса муки. В данном бородинском хлебе соль составляет 1% к весу муки, но изначально он был еще менее соленым. Если посмотреть рецепт Ауэрмана от 1935 года, то состав соли к муке был всего 0,8 или 0,9%. Интересный факт, что самый первый в истории нашей страны стандарт на хлеб был именно стандарт на хлеб бородинский.
Он появился в 1934 году и назывался Ост-НК номер 1. Это был хлеб из обойной муки напополам с мукой обдирной. В 1935 году Ауэрман во втором издании своей технологии хлебопечения дает подробную рецептуру этого получерного, полусерого, чисто ржаного хлеба, нормативного бородинского номер 1. А в товароведческой книге от 1937 года уже указывается бородинский как обязательный товар в ассортиментном минимуме любого магазина. Первый ГОСТ на привычную нам рецептуру с 85% обойной ржаной муки, 15% муки второго сорта появился в 1938 году. Его выпекали формовым весом до 3 кг, а подовым весом до 1 кг. После войны в 1949 году вес формового ограничили до 2 кг. По размерам и форме бородинский видоизменялся так же, как и по своему составу. Из огромных 3-килограммовых формовых и небольших подовых батонов с тупыми концами он превратился в небольшой и исключительно формовой хлеб. Раньше бородинский пекли как с анисом, с тмином, бадьяном или смесью этих специй. А вариант чисто кориандрового закрепился в период между 1960 и 70 годами. Специи дробили и вносили в заварки по прибалтийскому приему или всего лишь сыпали им по поверхности теста перед выпечкой по русскому методу. Испеченный нами сегодня бородинский хлеб соответствует ГОСТу от 1988 года, который закрепился в российской традиции и сегодня воспринимается как единственно правильный бородинский хлеб. Но, как мы видим, бородинский хлеб видоизменялся как по своему составу, так по своей форме в течение его долгого периода становления. Если сравнить рецептуры бородинского хлеба на протяжении всего периода его становления, то они были совершенно разными в начале XX века, в середине и в конце. Варианты бородинского хлеба, его состава, его технологии – все это вопросы об истории нашего отечественного хлебопечения от начала XX века и до сегодняшнего дня. Бородинский хлеб – это поистине история нашего Отечества. По ГОСТу поверхность бородинского хлеба должна быть гладкая, без крупных трещин и надрывов. Окраска равномерная, темно-коричневая,
с глянцем. Форма должна быть правильная, не грибообразная и не клинообразная. Мякиш должен быть хорошо пропеченный, не липкий и не влажный на ощупь. Пористость равномерная, без пустот и признаков закала. Мякиш должен быть достаточно эластичным, и при легком надавливании пальцами мякиш должен принимать первоначальную форму. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!